Все подушки безопасности с шильдиком Volvo. Дизайнер выходит из Bentley. Вот эта ходовка, которая здесь стоит, которая стоит на BMW X7. Привет, друзья! Мы очень редко показываем китайские электромобили на нашем канале, и вы знаете почему. Я очень недооценил, насколько важно для вас, чтобы машина была с правильной кожей, с правильным запахом в середине, с какими-то дополнительными штуками типа массажи, проекции и так далее, и так далее. Естественно, китайские автомобили отхватывают часть рынка. Это мы игнорировать не можем. И мы будем показывать все как есть. Все, что вам нужно знать о Zeekr, вы сейчас узнаете от Димы, а ссылка на его канал будет в описании. Привет! Меня зовут Дмитрий Буряк, я владелец компании D-Drive, и сегодня я немножечко хочу рассказать свою историю, как я из прям такого настоящего тесловода превратился в Китая-вода, а точнее в Zeekr-вода. Небольшое видео о том, как человек с Теслы пересаживается на Zeekr и вообще почему делает, собственно, он это. Давайте немножечко разберем по частям. Итак, я пользовался Теслами достаточно давно, еще, наверное, в 2017 году я как раз купил себе первую Теслу, Богдан ее видел, и мы на этой Тесле благополучно ездили. После этого я себе пригнал там S-ки, 85-е, потом я пригнал себе 100D 2018 года. Взял я ее, естественно, на аукционе Америки. Самое интересное, что эта Тесла была с пробегом 70 миль. Не 1000 миль, а просто 70 миль. Она была новая, и человек, который ее купил, он просто не доехал никуда. Он взял ее в салоне, из салона сразу же он не доехал даже до дома. Таким образом, я эту Теслу выкупил. Она была не самого прям лучшего вида. У нее был достаточно серьезно поврежден кузов, передняя часть. У нее не хватало переднего левого колеса. Она была трехколесная Тесла. Вот. Но это мне не смущало, потому что у нее была максимальная комплектация. Это была 100D, 18 год, 2.5 автопилот. Все то, что прям хотелось. Я ее как раз-таки в 18-м и купил. Купил ее достаточно дорого. Но я прям осознанно шел к этому шагу, потому что мне прям очень хотелось дальше себя загенерировать на новую уже 100D и посмотреть, как она будет ездить. И, кстати, естественно, до этого я катался на обычных Теслах, потом пересел на пневмо-Теслу. Кстати, тоже мы с Богданом как-то делали такой тест-драйв, и мне очень понравилась ее плавность хода, то, что она тише едет, то, что у нее хорошо отрабатывает подвеска, и прям влюбился. В итоге я ее собирал, я ее делал, и в 2018 году, к концу года, она у меня прям была новенькая, прям настоящая, как будто бы с завода только что выпущенная Тесла. На ней я проездил достаточно долго. И я с ней прожил прям сильную жизнь. Я застревал в песках, я ее выкапывал. У меня были разные вообще моменты, которые только могли вообще случаться. Я ее использовал в разных непроходимых вообще, на разных дорогах. Я в болоте на ней застревал. Я проезжал на ней просто невероятные вообще там ямы и залазил туда, куда не залазят иногда кроссоверы. И эта Tesla S меня вытаскивала оттуда. Все было отличненько. И потом все-таки пришло время, так как я люблю электрокары, и самое главное, что я люблю немножечко ставить такие эксперименты самому себе, более смелые эксперименты. Я увидел китайский автопром, и я увидел, что этот китайский автопром неплохо развивается. И после этого я решил испытать эту чудо-машину. Я прогуглил, и оказалось, что дизайнер этого зверя выходит из Bentley. Меня это еще более убедило. Ну, далее, естественно, я понимаю, что это концерн Geely. Концерн Geely, в принципе, принадлежит китайцам, но на базе его такие там бренды, как Volvo и так далее. И я его, собственно, заказал. Вот такой для себя сделал эксперимент. Цена вопроса была достаточно высокая, потому что на моменте еще там 23-го года, в начале 23-го года, эта машина стоила, ну, неплохо. Она стоила в районе 60 тысяч, это при том, что это была плюс-минус моя цена. Обошелся он мне в итоге в 60 с копейками, но сюда вошла зимняя резина, она, кстати, достаточно неплохая и, кстати, достаточно дорогая, а потому что там 22 колеса. И, естественно, я его полностью перепрошил, что было тоже непросто, потому что я искал перепрошивку Zeekr, и, в принципе, когда ты гуглишь в то время, в 23 году, перепрошить Zeekr, это было достаточно тяжело. Сейчас, в 25 году,
Это все делается вот так. И очень много контор этим занимается. Самое интересное, что вы еще можете с ними там поконкурировать и поторговаться. Но тогда никого не было из тех, кто вообще шил Зикры. То есть они мне говорят, так что это за машина? Мы привыкли к Теслам. Я привык к тому, что я могу позвонить своим ребятам и сделать из Тесла, если я просто даже приеду с рулем от Теслы, они мне его соберут всю из этого руля дальше Теслу. Но в Зикре такого нет. И, собственно говоря, это меня сначала было тоже какая-то такая вот какой-то момент для остановки. Ну, типа, а что дальше? Вот я сейчас на нем поеду. Не дай бог, я попаду в какую-то яму, и я дальше буду жить с этим Зикром просто как бы в огороде. Все. Соответственно, после того, когда я его обновил, я прошил его, я установил сим-карту. Это достаточно тоже геморный процесс. И, кстати, сейчас я вам немножечко кадры вот эти вот покажу сюда. После этого я поехал на этом автомобиле, и я был в целом доволен. Если мы будем сравнивать его с Теслой, у него достаточно много преимуществ относительно этого. Есть и недостатки. Самые большие недостатки – это его ремонт, прежде всего. А в этом слове «ремонт», естественно, можно подразумевать это понимание и знание узлов агрегатов и что с ними делать. И самое главное, собственно, эти узлы и агрегаты. То есть, где взять запчасти, детали на эту машину. В этом случае мы пошли прям сильно по дороге непростой. И я вдогонку к своему Зикру заказал амортизаторы, заказал рычаги, заказал резинки, заказал, собственно, то, что может поломаться. И также заказал масло, потому что я толком не знал, и я был не уверен, что у нас в Украине здесь кто-то сможет сказать, что именно такое масло надо для Зикра. Я заказал оригинальное зикровское масло и все фильтры. Но, собственно, вот этот красавчик. Какой здесь сразу плюс для меня был? То, что он на пневмо, и на пневмо он поднимается на 21,7 сантиметров. Собственно, я сегодня не буду делать каких-то прям жестких заездов, испытывать ее на прочность и показывать, как она едет, потому что я уже это делал, и это можно найти все на моем канале D-Drive, где я именно эту машину конкретно снимал, описывал все плюсы-минусы и немножечко ее разгонял. Сегодня мы поговорим больше о плюсах и минусах именно этой тачки. Если начинать с плюсов, то мне прежде всего нравится ее внешний вид. Это вот прям 100% он классный. Следующий факт. То, что у нее действительно дофигища камер. И у Теслы много камер. Но только тесловские камеры, они нам помогают что делать? Обнаруживать машины, препятствия и так далее. И, к сожалению, ни в одной Тесле нету 360 обзора. Здесь, как китайцы пишут, 540 или 570. На самом деле здесь 360, но они действительно неплохо, потому что есть вид сверху, есть вид спереди. Очень удобно парковаться, причем все это выводится на большой дисплей, и все это прям сильно комфортно. В этом плане да. Какой минус, когда вы включаете поворот, и у вас стоит навигация, в это время ваша навигация, там где стрелочка есть, включается камера поворота, то есть она как бы показывает непосредственно, куда вы поворачиваете, но в это время вы не понимаете, куда вам ехать. Что еще хорошего? Здесь классный свет, причем это неплохой матричный свет, причем я могу устанавливать это все как и на Мерседесах, и на других премиум тачках. Когда я ставлю дальний свет, он у меня опциональный. Если машина какая-то едет, он прям вырезает эту машину. Это все видно, это все заметно. Машину не ослепляет. При этом у меня дальше продолжает гореть дальний свет. Очень удобно, комфортно, классная функция. Здесь она присутствует. Она, по-моему, присутствует практически во всех комплектациях Зикра. И что мне еще нравится, это, естественно, салон. Погнали, я вам его покажу. Но, собственно, здесь бесспорно, я вам прям говорю, Тесла и Зикр. И когда мы в Теслу садимся, да, там неплохая кожа, да, там все хорошо, там есть какие-то моменты, которые мне тоже нравились, и у меня была 100D синего цвета на светлом салоне, и вот я хочу вам показать салон китайца, салон китайского автомобиля. Честно говоря, когда я его первый раз увидел, я прям сидел и смотрел, ну так вот, знаете, более придирчиво на этот салон, на эти швы, на все, что там вообще происходит. То есть мне интересно было, ну там же есть к чему придраться, а тут не к чему придраться. Я понимаю, что такое там швы в Porsche или в каких-то именитых марках, и я понимаю, что такое швы в какой-то китайской машине. Блин, они сделаны на совесть, реально. Они все прямые, они все правильные. И самое главное, ребята, это Алькантара. Пускай кто-то похвастается, который стоит 60к, а сейчас уже и дешевле, машиной новой на Алькантаре. Блин, я не знаю других машин, кроме китайских, которые могут это сделать. Здесь в Алькантаре все. Вот он.
Он просто невероятно. Я сажусь, у меня Алькантара. Здесь вставочки, все это дело горит, все это дело моргает, все это дело приходит прям вообще в какой-то супер невероятный вид. То есть здесь у меня какая-то идет полосочка, все это тоже Алькантара, все это здесь высовывается. И о сиденьях об этих я могу сказать, что они действительно лучше, чем у Теслы 100%, потому что здесь активная боковая поддержка, которая есть только где? AMG Mercedes. Здесь она представлена, я поворачиваю на машине вправо, и меня, чтобы не кренило, у меня левая подушка надувается. Она прям сюда меня бьет. Дальше, что мне нравится, это большой монитор и дублирующий монитор за рулем. И самое главное, сейчас я скажу прям такую киллер-фичу против Теслы. Знаете какая? Это проекция на лобовое стекло. В Тесле ее нет. Прям нет. И меня это всегда беспокоило. Особенно, когда у вас есть центральный дисплей, когда у вас нет дисплея за рулем, и вам хочется просто глазами видеть, сколько вы едете, или какие-то элементарные месседжи, которые вам посылает машина. В этом экране вам надо ее смотреть. Когда у вас есть проекция, вы полностью все видите, вы не отвлекаетесь никуда. Это очень важный фактор, и я до сих пор не могу понять, почему Tesla не ставит проекцию. У меня всегда такой большой вопрос, где проекция? Новая Вайка, все ждали проекцию, ее нет. Ну, и тут я думаю, что удел Богдана, я думаю, что он больше в этом знает и расскажет, где же все-таки, когда будет проекция на этот чудо-автомобиль Tesla. Дальше идем по музыке. Здесь стоит Yamaha. Это, кстати, первая генерация 001. Сейчас есть вторая генерация 001, которая вышла уже в 2024 году в марте месяце. Здесь в ней стоит больше музыки. Поставили сюда колонки в спинке. Стоит еще круче проекция. Она более нафаршированная, она более полная. И стоит, другие движки стоят. И, как они говорят, чуть-чуть другая батарея. Я, честно говоря, не могу прям с уверенностью сказать, что это все помогает машине проезжать те заявленные китайские километры, которые они заявили. И я уверен, что она не проезжает столько. Потому что эта машина в заявленных написано 650. Я никогда в жизни на ней не ездил 650. Я экономил, я был в эко-режиме. Я спускался очень медленно, я поднимался на горочке. Я делал все, чтобы она проехала хотя бы 600. Я с ней не выжил никогда 600. Это миф. Никогда пользователь не приедет эти 650 километров. Ни при какой температуре, ни при каком покрытии, ни при каких вообще обстоятельствах. Зикер был построен на европейской машине. Если мы будем копать внутрь, вглубь, как говорится, а я копал, все подушки безопасности с шильдиком Volvo. Окей, своих не делает, это нормально. По ходовке у них та же история. Вот эта ходовка, которая здесь стоит, она made in Germany, и она, по сути говоря, такая же, которая стоит на BMW X7. Но новая генерация зикеров уже пошла с новой коробкой, с новой ходовкой, потому что там уже идет двойная подушка. И меня как бы это с одной стороны радует, но с другой стороны огорчает, потому что даже те ребята, которые мне сказали, что вот эту ходовку, и если вдруг что случится с этой пневмой, они ее могут как бы реставрировать, то ту пневму, которая стоит в новых рестайловых зикрах, они сказали, это будет очень проблематично, потому что она совсем другая, и делать ее никто пока что не умеет. Посмотрим, что будет дальше. Ну и опять же, что у нас есть по меню? То есть машина открывается, закрывается, понятно, сама. С педали тормоза, когда я нажимаю, вот я нажал, у нас закрывается дверь. Она также открывается, тоже я нажимаю, она открывается. Здесь у нас очень много всего, пневмо и так далее. Сиденья, при том, что есть массаж сидений, массаж водителя, массаж пассажира. Это тоже очень приятно. Тут можно выбирать свежесть, бодрость, релакс, низкий, средний и так далее. Освещение я могу регулировать ambient, и в принципе ambient light мне очень нравится в этой машине. Ну, это уж точно тоже победитель. Если брать Теслу и эту машину, то здесь ambient, он прям выглядит неплохо. Он здесь везде, он здесь и в потолке, он в задних картах пассажира. Ну, в принципе, все очень даже неплохо. Далее, что у нас еще из такого интересного есть? Из быстрого доступа я здесь могу выбрать любые режимы, комфорт, эко, спорт и так далее, и машина будет их выполнять. Ну и особые, которые я буду полностью строить именно под себя. То есть, чтобы у меня там был руль или еще что-то. Также есть возможность тут очень много регулировать всяких функций. Я не буду сейчас их перечислять, потому что это, правда, очень много времени, и это все можно посмотреть уже на непосредственно канале моем, где я это все показывал. И вот, кстати, мое доказательство. Смотрите, здесь есть нормальный запас хода, да, они пишут нормальный. По китайским меркам он классный. И есть динамический.
Ну, знаете, как обмануть клиента и как его запутать? Нормальный и динамический. Но любой клиент нажмет нормальный. Мы привыкли к нормальному слову. Но динамический — это тот запас хода, который у вас реальный. Сейчас у вас 71% батареи, и вам показывает 302 километра. Вот вся действительность. Снаружи у нас 14 градусов. То есть я не могу сказать, что у нас сейчас дико холодно. И машина проезжает, ну, реально 400-450 из того, что сейчас есть. Кстати, раньше, когда я ее там старался на эко-режиме погонять, она у меня проезжала летом, у меня был показатель больше 500 километров. Это действительно было неплохо. По сути говоря, она была как Tesla 100D. Она проезжала примерно так же, и, в принципе, мне вот на 500 километров ее хватало. Опять же, если я не гонял, если я ехал абсолютно нормально, не динамически, и если я делал, опять же, такие усилия над тем, чтобы я немножко сохранил рейндж, потому что всегда в голове это происходит. Окей, я сейчас еду ради рейнджа, я хочу сейчас максимально медленно это делать, чтобы максимально больше протянуть. Здесь, кстати, по поводу звука. Звук здесь действительно неплохой. Это стоят ямаховские колонки. В предыдущей генерации он классный. В новой генерации он сделан еще лучше. Но в целом, если брать звучание, из 10 баллов я бы поставил бы этому звучанию 7. Я очень придирчивый, и для меня хорошее звучание — это прям правильные басы, которые идут от бурмистра, правильные колонки, которые в бурмистре стоят. Мне он нравится. Бурмистр точно. Ну и мне нравится, наверное, еще Bowers & Winkles. Тоже неплохо звучит. Вот если их, понятное дело, сравнивать с этой акустикой, с этой Yamaha, они лучше. Но если сравнивать с обычным, например, Bose или Boss, как его называют, то, наверное, мне кажется, эта Yamaha, она звучит либо же на уровне, либо же даже чуть-чуть выше этого уровня. То есть неплохо. У нее есть хороший бас и все остальное. Важно настройка эквалайзера. И тот, кто говорит, что в Zikr хреновый звук, вы просто его не умеете нормально настраивать. Мне подошли ребята, настроили, которые прям аудиофилы. У меня из рук аудиофил. И он это все настроил. И у меня после этого прямо он заиграл получше. Также еще был минус непривычный, это регулировка зеркал. Для того, чтобы ее отрегулировать, вам надо обычный доступ, потом мы заходим в зеркало, и здесь мы уже тачпадиком начинаем регулировать наше зеркало. В принципе, где-то нормально, но мне надо совершить большое количество кликов для того, чтобы отрегулировать свои зеркала. Это не совсем хорошо и удобно, но так как мы это делаем не часто, в принципе, можно с этим жить. Дальше, что мне здесь не нравится. Один слот для телефона. В новой генерации там уже 2 слота. Вот здесь один, и вы сюда не положите 2 телефона, особенно больших. Здесь у нас есть 20 гривен и коробка Zikr. С этой коробкой идет непосредственно ключ, карточка и все остальное. Дальше, что хотел еще поговорить по поводу вот этой крыши. Крыша классная, потолок неплохой, она панорама, она затемняется, если вы видите сейчас, вот у меня, да, вот день, и здесь мы видим, оно немножко затемнено. Никогда в жизни мне ничего не происходило с моей макушкой, с моим лицом или еще с чем-то. Оно не сгорало, не загорало, и не было никакого нагрева, то есть все хорошо. Она как будто бы сама затемняется, когда она видит солнце. Это как, знаете, очки есть такие с самозатемнением. Мне кажется, эта крыша такая же. Есть крыши, которые с газовым затемнением, затемняются они стрёмным синим цветом. Это надо подождать там пару минут, оно будет затягивать. Честно говоря, я бы ее не брал бы с такой штукой, потому что даже друг мой китайский сказал: Дим, смотри, если она выйдет из строя, я тебе не буду ее вести и не буду гарантировать, что она будет нормально. Она может хреново выходить из строя, и у одного человека она уже выходила из строя, и там наполовину крыши была, она наполовину не была. И выглядело оно немножко несуразно. Я думаю, что в целом такая история где-то имеет место быть, и где-то это, наверное, какая-то правда. Поэтому у меня из всей комплектации все максимально, кроме вот этого вот потолка. Это я осознанно заказал, чтобы она была без затемнений. Я хочу показать, как здесь сзади. Потому что в Тесле мне нравится сзади сидеть, и там достаточно большое количество места. Здесь сзади места не так много. И вот, кстати, от моей резины велосипеда здесь осталось. Почему от велосипеда? Потому что я перевозил велосипед. Да, здесь огромный багажник, его можно сложить. Вот это все дело складывается, раскладывается, и оно вот так опускается, и получается реально места много. Но здесь есть прикольные кнопки, я могу управлять своим сиденьем. Спинка сиденья, она может ехать вниз, ехать назад. Не, вниз не может, вперед-назад только, и все. Это тоже прикольно. То есть, где-то там есть какие-то такие штуки. И офигенный вид отсюда, классные ковши, мне они очень нравятся. Они тоже в Алькантаре. И этот рыжий такой цвет, он здесь дает какой-то все-таки вау-эффект, как ни говори, ни крути. Минус — это то, что у нас много китайства. Вот просто его дофига. То есть китайство везде. Вы его встречаете. Вот здесь у меня китайский какой-то иероглиф. То есть у меня стоит сиденье, вентилятор, китаец, сиденье.
Ну и тут дальше все, в принципе, понятно. То есть я могу управлять там какими-то функциями. Это да, это мониторчик такой маленький, который тут стоит. В Тесле тоже такой мониторчик есть, если уже брать новые модели. Ну и дальше. В экране много китайского. Вы никогда от него не избавитесь, потому что у вас всегда будут какие-то лазить иероглифы, как минимум там в левом верхнем углу эти иероглифы присутствуют. Дальше очень странная какая-то происходит дикая штука с временем. То есть оно иногда перенастраивается на час вперед, либо на час назад, но это как бы такое. И очень много application, приложений китайских стоит здесь. Я их там постарался постирать, но все равно как бы такая история, которая тут есть. Дальше отваливается YouTube. Это очень у многих прошивок, причем многие ребята перепрошивают, говорят, все будет хорошо, потом этот YouTube отваливается. То есть была такая маленькая мечта ехать в машине, на экране у тебя какой-нибудь там фильм или какой-нибудь там, я не знаю, играет диджей, прям какое-то создает тебе определенное настроение, ты это все смотришь, и оно все зависает через какое-то время, то есть оно отваливается, и это неприятно. То есть они постоянно работают над совершенствованием этого всего, но оно, пока не дает ничего, никаких результатов. То есть оно все равно не совсем прям хорошее, оно сырое. Вот сырой софт, он чувствуется. Как ни крути, он чувствуется. Что еще мне не нравится, это климат. Управление климатом достаточно, я к нему сильно привык, но в начале, первые месяцы меня это доставало, сильно доставало. Потому что его надо там кликнуть, его там надо там держать пальчик, потом все хорошо, на руле то же самое, все хорошо, вот, но в целом. Ну и, ребята, самый главный минус этого автомобиля, это то, что вы покупаете его новым. Он мне обошелся в 2023 году 60 тысяч, и в итоге эта машина сейчас, я ее буду продавать. Да, наездился. Проехал мне 14 тысяч, она новая. Я заменил масло на 5 тысячах. Кстати, я советую его менять. Сейчас расскажу о нем. Я его буду продавать за 39 тысяч, и не факт, что я его продам. Итого я на машине за 1,5 года потерял больше 20-ки зелени. Точнее, это где-то 21-22 тысячи. Теслу вы можете купить с Америки, ее привезти, ее сделать. Она вам обойдется дешевле здесь рынка. И там за год, за полтора она упадет, но вы на ней не потеряете столько, сколько вы потеряете на такой машине. Поэтому, если вы будете Зикер покупать, то, наверное, лучше покупать его бэушным из Китая. И смотрите, и самое еще один минус. Обязательно, когда вы покупаете китайскую машину, сразу меняйте, через 2-3 тысячи меняйте масло в редукторах. Всегда. Мы здесь слили масло по регламенту 1 литр. Здесь было в каждом редукторе по 700 миллиграмм. То есть оно было недолито на 30%. Масло было черное с небольшой стружкой. И это все стандартные такие вещи у Зикров. Вот такое было масло, и после этого все окей. Зимой эта машина ведет себя непредсказуемо. У нее 544 лошадиные силы. И, по сути говоря, 272 силы идет на каждую ось. То есть, по-хорошему, такие машины, когда вы делаете полный привод, у вас идет развесовка, и у вас идет синхронизация осей, чтобы они работали в зависимости от режимов. Когда я еду зимой на стандартном режиме, просто комфорт, эконом, неважно, спорт, она отрабатывает таким образом, что я на ровном участке могу подскользнуться, и машину может понести. И это какая-то просто вообще печаль. И такое у меня было несколько раз. Я потом начал читать форумы, и там на форумах пишут, да, он дико себя ведет зимой, обязательно ставь snow режим. Я ставлю snow режим, и это вообще неудобно, потому что меня сразу сковывают мои подушечки. Ладно, фиг с ним. Вот, но она по-другому едет, она едет не быстро, она едет на стреме. Хорошо, это в снег тоже неплохо. Но если вы едете в какую-то дальнюю дорогу, и постоянно вы едете в зиме, вам надо ехать в snow режиме, это реально не очень комфортно. Это нехорошо. Собственно, вот этот багажник, о котором я говорил, он реально большой. Тут вытаскивается такая штука. Тут есть еще подпол. Единственный момент, который мне здесь не нравится, когда я еду на какой-то неровности, вот эта полочка, она начинает стучать, труситься об эту полочку. И вот это все действие, оно не всегда, иногда ее слышно. То есть они вот друг от друга стучат, то есть они накладываются, когда он закрывается, и вот на неровностях она начинает так вот играть. Ее тоже можно снять, но лучше, чтобы она тут была. Здесь, когда мы открываем дверь, и у нас есть какое-то препятствие, и это очень стрёмно, потому что, по идее, дверь должна видеть это препятствие, но она это делает не всегда. Вот в этом случае она, ёпта-мопта, вот она и врезалась. Вот тоже китайство. Вот, она не увидела ее. И это часто происходит. Вот очень прям часто. У нее же нету самого главного, это CarPlay.
Он отсутствует вообще напрочь. CarPlay здесь нереально. Для того, чтобы вы избежали этого момента, вам надо подсоединить сюда интернет, потому что без CarPlay вам как бы вообще большой этот экран, он нахрен не нужен, извините. Поэтому для того, чтобы подсоединить сюда интернет, вам надо разобрать полностью весь этот салон. Я его разбирал. Потом после этого ты берешь, здесь стоит телематик. Телематик открывается, берется паяльник, берется человек, который с руками, разбирает, впаивает туда такой вот проводок, полностью по всем этим для симки. Сюда кладется симочка, вот сюда вот она вставляется. Она подключается к моему номеру как вторая сим, дублирующая, ну неважно, либо же просто вы берете номер. Я ее сюда вывел специально, потому что когда я буду продавать машину, я отсюда буду забирать симку. Многие люди этого не догадываются, и они прям в телематик вфигачивают эту симку, и потом они, для того, чтобы ее вытащить, опять разбирают машину. А без этого никак. То есть вам надо разобрать тачку, буквально половину ее, снимать сиденье, снимать потолок. Потолок просто так не снимается, иначе вы его просто поломаете. Чтобы его не поломать, надо снимать. Даже вот я снимал полностью стойки, то есть полностью все для того, чтобы это сделать. Это Китай. Когда вы берете Китай, вы к этому должны привыкнуть, что у вас постоянно будет какой-то вот именно... Вроде бы все хорошо, и тут держи тебе, на тебе такую штуку. Ты такой, хух, елки, и потом на тебе еще вот этого. И вот это вот все примерно так. И после того, когда вы это все сделали, конечно, у вас есть интернет, CarPlay у вас, естественно, не будет, и этот интернет у вас выводит уже Waze, который вы можете поставить прямо на навигацию. Он выводит вам Apple Music, который у вас, если есть, вы можете подключить свой аккаунт. И он выводит вам там еще какие-то вещи, типа там какие-то ваши мессенджеры. Но это тяжело их коммуницировать между собой, потому что это же не ваш телефон. Это же не дублирование телефона. Это как отдельный компьютер. Вот. И выводит YouTube, который иногда сбоит. По сути говоря, все. Больше ничем я тут как бы и не пользовался. Вот. Ну и на завершение я могу сказать, что в целом, если вы думаете выбирать такую машину, да, это неплохо. Вам надо будет отнестись к этим минусам, которые есть, которые я перечислил. Просто подумать, проанализировать, есть смысл или нет смысла. В целом, вы будете наслаждаться таким классным, красивым агрегатом. И желательно его берите бэушным, потому что новый покупать его смысла нет. Он быстро опускается в цене. Это самая большая проблема этих тачек. Ну что вам сказать? Если вы увидели Zeekr, вдохновились и хотите что-то подобное сделать с вашей Теслой, то, как видите, мы это сделать можем. Мы можем превратить Теслу в любой автомобиль. Хотите, он даже будет со значком Zeekr. Но если вы хотите увидеть следующий обзор от Димы, следующей машины, которую он купил, и там уже новые приключения, вот, кстати, намеком будет значок этого автомобиля, потому что... Это тоже интересно. Это новая электромобильная история, и, скорее всего, она будет на этом канале, если вы, конечно, поставите лайк. Так что увидимся. Пока.